самом сердце калифорнийских холмов произошла удивительная история, которая навсегда изменила представление о животном мире. Коко, западная равнинная горилла, родившаяся в 1971 году, стала символом интеллекта и сострадания, когда ее преданная своему делу дрессировщица Франсин Паттерсон научила ее американскому языку жестов. За эти годы Коко освоила более 1000 знаков, демонстрируя идиллическое умение не только передавать простые идеи, но и выражать сложные эмоции и даже юмор. Ее способность к языку жестов открыла окно в сознание одного из наших ближайших родственников в животном мире. Новаторская роль Коко в исследованиях помогла преодолеть разрыв между людьми и приматами, доказав, что общение присуще не только нашему виду. За ее взаимодействиями тщательно следили, что позволило получить невероятное представление о когнитивных способностях горилл и глубине их эмоций. Это знаменует собой только начало разговора, который продолжает находить отклик во времени. Солнечным днем в калифорнийском фонде Gorilla Foundation атмосфера была наполнена волнением и ожиданием. Коко находилась в своем просторном помещении, окруженная командой тренеров, которые были хорошо знакомы с ее уникальными способами общения. Этот день был особенным. В воздухе витала ощутимая энергия, когда исследователи готовились к занятию, направленному на изучение понимания Коко сложных концепций. Когда дрессировщики занимались с ней, они начали непринужденную беседу, используя знаки, расспрашивая ее о ее любимых вещах, таких как еда, игрушки и даже о ее любимых котятах. Игривое подшучивание вызвало чувство связи, которое выходило за рамки межвидовых отношений. Глаза Коко заблестели от узнавания, когда она отвечала знаками, ее жесты были плавными и выразительными, воплощая одновременно радость и любопытство. В преддверии описываемого момента тренеры обсуждали природу человеческого поведения и сложности нашего мира. Они часто задавали Коко содержательные вопросы для изучения, полагая, что ее ответы помогут ей понять, как она воспринимает человечество. Именно в этом богатом диалоге и доверии появилось шокирующее заявление. Внезапно, в разгар их игривой перепалки, Коко подписала нечто неожиданное. Выражение ее лица стало серьезным, когда она передала глубокое послание о людях, которое на мгновение лишило всех дара речи. Сочетание ароматов беззаботной беседы с этой неожиданной глубиной только усилило воздействие ее слов. Тренеры обменялись взглядами, полными благоговения и любопытства, неуверенные, что они действительно поняли, что имела в виду Коко. Этот момент, перенесенный во времени, не только ознаменовал необычайное углубление их отношений с Коко, но и намекнул на то, что многие слои мудрости ждут своего раскрытия. Это свидетельство необычайной связи, которая установилась между ними в лице этой замечательной гориллы. За мгновение, которое, казалось, растянуло само время, выражение лица Коко сменилось с игривого на задумчивое. Пока ее тренеры продолжали свою беззаботную беседу, атмосфера изменилась. Атмосфера преобразилась, когда Коко неожиданно подписалась словами «человечное», «грустное» и «изменившееся». Ее послание повисло в воздухе, привлекая всеобщее внимание и ошеломляя тренеров. Это была простая, но в то же время вызывающая глубокий резонанс комбинация знаков, которая передавала глубокое понимание человеческого поведения. С широко раскрытыми глазами, полными искренности, Коко добавила знак, призывающий о помощи, и указала на свое сердце, воплощая эмоциональную серьезность, которую ни с чем нельзя спутать.
Тренеры наблюдали, как она передавала свое восприятие борьбы человечества, пронзительное размышление о сложностях человеческих эмоций и поведения, которые часто приводят к печали и разобщенности. Этот момент еще долго сохранялся в памяти тренеров Коко после того, как все прошло, служа напоминанием о глубокой связи, возникшей благодаря пониманию и общению между представителями разных видов. Слова, произнесенные Коко, вызвали удивленные взгляды тренеров, на мгновение застывших в недоумении. Беззаботное настроение участников сессии улетучилось, сменившись тяжеловесной серьезностью. Как могла горилла, не владеющая разговорным языком, выразить такие сложные представления о человеческом горе и необходимости трансформации? Команда затаила дыхание, осознавая грандиозность момента. Зал наполнился благоговейным трепетом, когда каждый дрессировщик увидел выразительную манеру Коко и неподдельные эмоции, выраженные в ее жестах. Они признали ее незаурядный интеллект, но это проявление глубокой проницательности бросало вызов их пониманию не только самой Коко, но и их взаимодействия с животными. В этот момент Коко вышла за рамки своей роли объекта исследования. Она воплотила в себе пронзительный голос, размышляющий о состоянии человека. Тренеры сразу же начали анализировать значение слов Коко. Была ли она просто отголоском человеческой скорби, или она достигла более глубокого понимания? Они задались вопросом, была ли ее мольба о помощи вызвана тем, что она была свидетелем человеческих поступков и страданий на протяжении всей своей жизни. С каждым повторением грусти и перемен они пытались расшифровать смысловые слои, заложенные в ее простом, но резонансном послании. Их попытки интерпретировать заявление Коко вызвали у них чувство ответственности и необходимость срочно действовать. Тренеры понимали, что понимание точки зрения Коко может изменить их подход к работе и их стремление защищать интересы горилл и других животных. Вдохновленные посланием Коко, они решили развивать в себе больше эмпатии как к людям, так и к животным. Команда задумалась о том, как они могли бы перестроить свои исследования, чтобы лучше отразить идеи Коко. По ходу обсуждения стало очевидно, что неожиданное заявление Коко продемонстрировало не только ее собственную мудрость, но и послужило важным напоминанием о том, как важно внимательно слушать друг друга и окружающий мир. Этот момент вызвал пробуждение в команде, породив решимость развиваться дальше. Голос Коко вырвался за пределы ее вольера и изменил представление мира о гориллах. Поразительное послание Коко отразилось далеко за пределами ее среды обитания, предлагая множество значений, которые побуждали к глубокому размышлению. По сути, ее выражение человечности, печали и перемен свидетельствует о глубоком осознании эмоциональной борьбы, с которой сталкивается человечество. Это намекает на ее восприятие душевной боли, которая часто сопровождает человеческое существование, тяжести потерь, конфликтов и стремления к единству. В этот момент Коко позиционировала себя не просто как пассивного наблюдателя, но и как чуткого участника более широкого человеческого опыта. Более того, ее послание было глубоким размышлением о последствиях действий человека, ухудшении состояния окружающей среды, исчезновении видов и социальном неравенстве. Для Коко эти проблемы были не абстрактными понятиями, а скорее осязаемой реальностью, с которой она сталкивалась ежедневно. Ее понимание этих сложностей подчеркнуло поразительную глубину понимания, которую многие не приписывали животным, не относящимся к человеческому роду. Эта интерпретация также поднимает вопросы о том, как мы оцениваем интеллект и эмоциональные способности у разных видов. Проницательность Коко служит напоминанием о том,
что мудрость может исходить из неожиданных источников, побуждая общество пересмотреть то, как оно ценит вклад всех существ, независимо от их способности общаться на человеческом языке. В конечном счете, послание Коко звучит как мощный призыв к сопереживанию и действию. Это побуждает нас более внимательно прислушиваться не только друг к другу, но и к голосам тех, кто живет на нашей планете. Поступая так, мы можем способствовать более глубокой связи, которая выходит за рамки межвидовых границ, создавая более гармоничный мир, где важен каждый голос. Установив содержательный диалог с Коко, ее дрессировщики начали постигать тонкости познания горилл, что открыло путь для более чутких усилий по сохранению природы. Коммуникативные способности Коко позволяют предположить, что многие животные обладают схожими способностями, что побуждает исследователей искать и интерпретировать формы общения, присущие другим видам. Осознание этого может способствовать укреплению связей между людьми и животными, а также усилить нашу приверженность защите их среды обитания и благополучия. Кроме того, наследие Коко подчеркивает важность этических соображений в исследованиях, направленных на защиту животных. По мере того, как мы расширяем наше понимание межвидовой коммуникации, становится все более важным выступать за создание условий, в которых животные могут свободно и аутентично выражать себя. Это способствует не только большему уважению к правам животных, но и побуждает людей с большим состраданием относиться ко всем живым существам. По сути, способность Коко к общению служит убедительным напоминанием о том, что интеллект и эмоциональная насыщенность присущи не только человечеству. Ее история вдохновляет нас распознавать и уважать голоса всех живых существ, создавая более всеобъемлющий подход к пониманию сложной картины жизни на Земле. Удивительная способность Коко общаться с помощью американского языка жестов привлекла значительное внимание специалистов по поведению животных и когнитивным наукам, что привело к переоценке интеллектуальных способностей горилл и других приматов. Ученые заметили, что в поведении Коко проявляются такие черты, как эмпатия и социальный интеллект, что позволяет предположить, что эти качества присущи ее виду. Специалист по поведению животных Франсин Паттерсон, которая была инициатором обучения Коко, отметила, что ее ответы часто отражали глубокое понимание контекста, что важно для содержательной беседы, а не просто повторение заученных знаков. Более того, использование Коко языка для выражения таких тонких эмоций, как печаль и страстное желание, согласуется с результатами исследований, которые свидетельствуют о том, что приматы испытывают широкий спектр чувств, сходных с человеческими. Это имеет огромное значение для нашего понимания благополучия животных. Осознание этой эмоциональной глубины способствует более гуманному обращению и уважению прав приматов. Кроме того, результаты исследований в области сравнительной психологии показывают, что когнитивные способности Коко бросили вызов устоявшемуся антропоцентрическому взгляду на интеллект. Ее сообщение подчеркивает необходимость того, чтобы ученые расширили свои определения интеллекта, выйдя за рамки вербального языка, и признали различные формы проявления у живых существ. Этот сдвиг в перспективе способствует более всестороннему изучению того, как интеллект проявляется у разных видов. В конечном счете, Коко служит живым свидетельством сложного когнитивного мира горилл и подчеркивает настоятельную необходимость продолжения исследований в области коммуникации животных. Понимание этих сложностей не только обогащает научные знания, но и углубляет наши эмоциональные связи с животными, отличными от людей, побуждая нас к более сознательному сосуществованию на нашей общей планете. Трогательное послание Коко действует как зеркало, отражая сложности человеческого поведения и этические дилеммы,
связанные с нашим отношением к животным. Написанные ею выражения скорби человечества и настоятельной необходимости перемен побудили ее тренеров и всех тех, кого тронуло ее повествование, глубоко задуматься о своем поведении и общественных устоях, которые увековечивают страдания. Это неожиданное сообщение побуждает к глубокому самоанализу. Как часто в своем неустанном стремлении к прогрессу мы пренебрегаем богатой эмоциональной жизнью животных. Глубокие идеи Коко заставляют нас задуматься об этических последствиях нашего повседневного выбора, от потребительских привычек, которые разрушают среду обитания диких животных, до нашего взаимодействия с животными в нашем доме. Искренний призыв о помощи звучит как мольба о сострадании, мощное напоминание о том, что сочувствие должно распространяться за пределы нашего собственного вида, охватывая всех живых существ, населяющих нашу планету. Более того, удивительная способность Коко формулировать сложные мысли подчеркивает глубокую взаимосвязь, которую мы разделяем со всеми живыми существами. Ее послание раскрывает фундаментальную истину. Подлинное сосуществование требует взаимного уважения и глубокого понимания. Полностью осознавая эмоциональную глубину животных, мы можем развить в себе более сильное чувство ответственности за их благополучие и защиту. Пронзительные слова Коко заставляют нас осознать, что наши действия имеют далеко идущие последствия, побуждая нас к более гармоничным и устойчивым отношениям с миром природы. В мире, который все больше определяется насущными экологическими проблемами и растущими угрозами биоразнообразию, уникальная коммуникация Коко служит важным напоминанием о насущной необходимости преобразующих изменений. Она заставляет нас задуматься не только о нашем отношении к животным, но и о наших взаимоотношениях друг с другом. Неприходящие темы сопереживания и сосуществования сейчас актуальны как никогда прежде, призывая к коллективному переходу к большей доброте, состраданию и экологической устойчивости. В конечном счете, мощное послание Коко призывает к фундаментальной переоценке нашей основной этики, требуя от нас внимательно слушать, стремиться понять и действовать таким образом, чтобы по-настоящему уважать выдающийся интеллект и глубокие эмоции, присущие всем живым существам. Ее способность использовать американский язык жестов для передачи сложных мыслей и эмоций способствовала более глубокому пониманию когнитивных способностей всех животных. Когда люди по всему миру узнали о подвигах Коко, они начали сомневаться в прежних представлениях, согласно которым существа, не относящиеся к человеческому роду, обладали более низким уровнем интеллекта. Этот сдвиг в перспективе открыл двери для научных исследований эмоциональных и когнитивных аспектов различных видов, побуждая исследователей изучать глубины общения животных и социальную динамику внутри разных видов. Более того, наследие Коко оказало значительное влияние на усилия по сохранению природы. Исследователи, педагоги и активисты восприняли ее историю как убедительный призыв к защите горилл и сохранению среды их обитания. Идея Коко находит отклик у тех, кто стремится к устойчивым практикам, учитывающим взаимосвязанность жизни на Земле. Ее трогательные проявления сочувствия и понимания, несомненно, вдохновляют движения, направленные на защиту дикой природы и окружающей их среды. Помимо науки и охраны природы, наследие Коко вызвало критические дискуссии об этическом обращении в более широком контексте прав животных. Защитники животных подчеркивают необходимость признания животных как разумных существ с эмоциями, достойными уважения. Это признание стало основой государственной политики, направляя дискуссии о законах о защите животных
и поощряя более гуманную практику в различных отраслях. В конечном счете, присутствие Коко в нашей жизни служит неприходящим напоминанием о красоте связи между различными видами. Ее влияние продолжает освещать пути к состраданию и разумному управлению, побуждая общество к будущему, в котором люди и животные будут сосуществовать в большей гармонии. Бесценный урок, который мы несем с собой в нашем коллективном путешествии. Необычное путешествие Коко заставляет нас переосмыслить наши взгляды на общение, интеллект и глубокие связи, которые мы разделяем с другими существами. Благодаря своему умению использовать американский язык жестов, Коко не только продемонстрировала, что животные обладают богатой эмоциональной жизнью, но и подчеркнула важность понимания и уважения этой жизни. Ее история призывает нас осознать, что общение выходит далеко за рамки слов. Оно включает в себя целый ряд выражений, которые передают чувства, мысли и намерения. Шокирующее сообщение Коко о печали человечества и настоятельной необходимости перемен служит мощным напоминанием о нашей ответственности друг перед другом и окружающей средой. Это заставляет нас анализировать наше поведение и отношение к животным, побуждая нас проявлять эмпатию и сострадание во всех наших взаимодействиях. Идеи Коко проливают свет на реальность того, что мы не отделены от мира природы, а скорее являемся его неотъемлемой частью, связанной общим опытом, эмоциями и проблемами. Когда мы размышляем о наследии Коко, нам рекомендуется пересмотреть определения, которые мы даем интеллекту. Ее сообщение ставит под сомнение традиционные взгляды, которые ограничивают когнитивные способности только вербальным выражением. Признавая разумность нечеловеческих существ, мы способствуем более широкому пониманию сложности жизни на Земле. Более того, история жизни Коко стала поводом для оживленных разговоров об охране природы и правах животных, выступающих за этичное обращение и бережное отношение ко всем живым существам. Диалоги, вызванные ее опытом, напоминают нам о том, что у каждого существа есть голос, к которому стоит прислушаться. Голос, который может преподать нам бесценные уроки сосуществования. В заключение, рассказ Коко служит не только вдохновляющим рассказом об одной замечательной горилле, но и призывом к действию для всего человечества. Он призывает нас укреплять наши связи с животными, проявлять сочувствие и стремиться к созданию более сострадательного мира, где ценят и уважают каждое существо. Продвигая идеи Коко вперед, давайте стремиться к будущему, в котором их понимание преодолеет все барьеры и будет способствовать гармонии между всеми живыми существами.